Мне часто говорят: «Доктор, в одной клинике мне отказали в имплантации, сказали возраст, диабет и лекарства, а в другой пообещали все сделать без проблем. Кому верить?» Я обычно отвечаю: ни возраст, ни диабет, ни само слово лекарство еще не дают готового ответа. Иногда имплантацию действительно проводить не следует. Но намного чаще речь не о запрете на всю жизнь. Иногда операцию нужно отложить, иногда изменить ее объем, а иногда проводить можно. Просто риск будет выше. Я хирург, сам устанавливаю имплантаты и регулярно принимаю такие решения. Поэтому не буду ни пугать вас списком болезней, ни обещать, что современная имплантация возможна всегда. Объясню, что именно я хочу узнать о пациенте, прежде чем сказать ему можно или нельзя. Обычно я сначала спрашиваю: какие лекарства вы принимаете? Два пациента могут сказать одну и ту же фразу: «Я принимаю лекарства для костей». У одной женщины это препарат от остеопороза в небольшой дозе. Другой пациент получает высокодозное лечение из-за онкологического заболевания, например, при поражении костей или множественной миеломе. Слова пациента почти одинаковые, а решение по имплантации может быть совершенно разным. При некоторых высокодозных препаратах, которые вводят в вену или в инъекциях во время лечения онкологического заболевания, обычные плановые имплантации стараются избегать. Главная опасность здесь не в том, что организм просто отвергнет имплантат. После операции кость может плохо заживать, и существует риск серьезного осложнения — лекарственно связанного остеонекроза челюсти. Поэтому, когда мне говорят: «У меня была онкология» или «Я принимаю что-то для костей», я обязательно спрашиваю: что это за препарат? Мне нужны его точное название, доза, причина назначения, способ введения и длительность лечения. Если название вы не помните, принесите выписку или фотографию упаковки. Одна строчка в списке лекарств иногда меняет весь хирургический план. Такое лечение действительно может стать серьезной причиной отказаться от плановой имплантации. Но это вовсе не значит, что тот же ответ подходит всем людям с остеопорозом. К их препаратам мы еще вернемся. Иногда причина отложить операцию совсем другая. Человек приходит обсуждать имплантацию, но его основное заболевание недавно резко ухудшилось или еще не стабилизировано. В такой момент плановая операция не должна мешать более важному лечению. Сначала вместе с лечащим врачом добиваются безопасного состояния, а потом возвращаются к вопросу о зубах. Я не говорю такому пациенту «никогда». Я говорю: сейчас проводить операцию рано. Именно такой ответ «не сейчас» на практике встречается гораздо чаще пожизненного запрета. Например, когда во рту сохраняется активное воспаление. Еще я часто слышу: зубы из-за пародонтита все равно расшатываются. Удалю их, поставлю импланты, и этой болезни больше не будет. Но если десны кровоточат, есть глубокие карманы, подвижные зубы и много налета, проблема не исчезает вместе с удаленным зубом. Замена зуба имплантатом не устраняет причину воспаления и не отменяет необходимость ежедневно очищать конструкцию. В неблагоприятной среде воспаление может развиться уже вокруг имплантата. Поэтому сначала лечат пародонтит, добиваются стабильного состояния десен, проверяют гигиену и только после этого возвращаются к операции. Если лечение помогло, имплантация возможна. Однако перенесенный пародонтит не исчезает из истории человека. По данным исследований, у таких пациентов воспаление вокруг имплантатов встречается заметно чаще. В одном из метаанализов риск был примерно в 3 раза выше. Это не значит, что имплантат обязательно будет потерян. Это значит, что человеку особенно нужны очищаемая конструкция, регулярные осмотры и поддерживающая гигиена после протезирования. Вот почему ответ может поменяться даже у одного и того же пациента. В начале лечения врач говорит: сейчас имплантировать рано. После стабилизации он же говорит: проводить операцию можно, но наблюдаться придется внимательнее. Диагноз остался тем же, а состояние изменилось. То же самое я слышу о диабете. У меня сахарный диабет. Значит, импланты мне нельзя? По одному названию диагноза ответить невозможно. У одного человека сахар стабилен, нет тяжелых осложнений, он хорошо ухаживает за полостью рта.
У другого глюкоза постоянно меняется, раны заживают плохо, есть сосудистые или почечные осложнения. Диагноз называется одинаково, а безопасность операции и прогноз разные. В такой ситуации я уточняю лечение, прошу свежие анализы, оцениваю заживление и, если необходимо, связываюсь с эндокринологом. Иногда правильнее сначала улучшить контроль диабета, а потом проводить операцию. Но одно значение гликированного гемоглобина тоже не дает универсального ответа для всех. Мне важна вся картина. Насколько стабильно состояние, есть ли осложнения и насколько большое вмешательство планируется. Иногда мы все подготовили, операция возможна, но риск все равно остается выше обычного. С курением разговор именно такой. Курение не является формальным пожизненным запретом на имплантацию. Однако и делать вид, что оно ни на что не влияет, было бы нечестно. В крупном метаанализе, где оценивали больше 59 тысяч имплантатов, ранняя потеря у курящих происходила примерно в 2 раза чаще. Это не означает, что каждый второй курящий обязательно потеряет имплантат. Речь идет о сравнении 2 больших групп, а не о точном прогнозе для одного человека. Но разница достаточно серьезная, чтобы обсуждать прекращение курения до операции и во время заживления. Особенно если одновременно есть пародонтит, плохая гигиена или предстоит большая костная пластика. Несколько рисков могут усиливать друг друга. Теперь вернемся к женщине из первого примера, которая лечит остеопороз. Остеопороз сам по себе не означает, что импланты запрещены, и низкие дозы препаратов, которые применяют при остеопорозе, нельзя автоматически приравнивать к высокодозному лечению онкологических заболеваний. По имеющимся данным, ранняя потеря имплантатов у пациентов, получавших низкие дозы бисфосфонатов, не была выше. Но это не делает любое вмешательство одинаково безопасным. Врач все равно учитывает конкретный препарат, длительность лечения, дополнительные болезни и объем операций. Здесь особенно опасен совет из интернета. Просто отмените лекарство на несколько месяцев. Самостоятельная отмена препарата может увеличить риск перелома, а польза так называемых лекарственных каникул доказана не для каждой ситуации. Такое решение вместе принимают стоматолог, врач, назначивший лечение, и сам пациент. Не отменяйте препарат самостоятельно ради имплантации. Еще мне часто говорят: я принимаю лекарство для разжижения крови. Перед имплантацией его нужно отменить? Не обязательно. Сначала я должен знать точное лекарство, причину его назначения и объем будущей операции. Во многих случаях схему лечения не отменяют, а кровотечение контролируют местными средствами. Если вмешательство большое, хирург заранее согласует план с лечащим врачом. Почему нельзя отменить лекарство самому? Потому что врач умеет остановить кровотечение из операционной раны, а инсульт или тромбоз после самовольной отмены препарата может быть намного опаснее самой стоматологической операции. И еще одна знакомая фраза. «Мне уже 75. Наверное, импланты ставить поздно». Нет дня рождения, после которого имплантация автоматически становится запрещенной. У человека старше 75 лет могут быть стабильное здоровье, хорошая гигиена и возможность регулярно приходить на осмотры. А у более молодого пациента могут сочетаться курение, активный пародонтит, нестабильный диабет и отсутствие ухода. Поэтому врач оценивает не цифру в паспорте, а пользу и нагрузку лечения. Сможет ли человек перенести операцию? Сможет ли пользоваться конструкцией и очищать ее? Кто поможет с гигиеной, если подвижность рук или зрение ухудшится? Иногда для пожилого человека простой съемный протез действительно разумнее сложной имплантации. Но причиной будет не возраст как запрет, а соотношение пользы, риска и сложности ухода. Похожая путаница возникает, когда человеку говорят: «У вас мало кости». Он слышит: «Значит, импланты мне вообще не поставить». Но недостаток кости — это не общий запрет, а анатомическая задача. Иногда можно изменить положение или размер имплантата. Иногда нужна костная пластика. Иногда безопаснее выбрать другую конструкцию.
А иногда от конкретного плана действительно следует отказаться, потому что объем операции оказывается слишком большим по сравнению с ожидаемой пользой. Поэтому компьютерная томография нужна не для общего ответа «можно ли мне импланты?». Она помогает понять, какой план возможен при такой анатомии, сколько вмешательств он потребует и есть ли более простой вариант. Бывают случаи, в которых я не стану давать ответ по короткому сообщению в интернете. Например, после лучевой терапии головы и шеи на фоне иммуносупрессии или при активном аутоиммунном заболевании. Здесь имеют значение область и доза облучения, время после лечения, активность болезни, лекарства и состояние слизистой. Одному человеку операцию отложат, другому изменят протокол, а третьему предложат лечение без имплантации. Такие решения мы принимаем вместе с врачами, которые ведут основное заболевание. Поэтому, когда мне говорят «Доктор, мне запретили импланты», я советую не искать сразу противоположный ответ в интернете. Лучше попросить врача закончить эту фразу. Что именно мешает операции в вашем случае? Это запрет навсегда или причина отложить лечение? Можно ли уменьшить риск? Вылечить воспаление, стабилизировать диабет, изменить объем операции или согласовать лекарства с другим врачом? Что останется рискованным даже после подготовки? И какой вариант без имплантации есть, если ожидаемая польза окажется меньше риска? Хорошая консультация не заканчивается одним словом «можно» или «нельзя». После нее человек понимает, что именно повышает риск, что можно изменить до операции, как изменится план и какие альтернативы у него остаются. Иногда правильный ответ действительно будет «имплантацию проводить не следует». Иногда сначала нужно лечение, потом вернемся к этому вопросу. А иногда проводить можно, но риск выше, поэтому нужен другой план и более внимательное наблюдение. В описании к видео я оставлю список вопросов, которые можно взять на консультацию, и ссылки на рекомендации, использованные в этом разборе. А в следующем видео отдельно покажу, как меняется решение об имплантации у пациента с пародонтитом. Какие зубы еще можно сохранить и почему удаление зубов само по себе не устраняет риск воспаления вокруг будущих имплантатов.